Здравствуйте! Добро пожаловать на канал. Сегодня я хочу рассказать удивительную историю о том, как обычная рыбалка неожиданно превратилась в спасение жизни. Приятного просмотра! Двое заядлых рыбаков из северной части Норвегии отправились ранним майским утром к удаленному лесному озеру. Они рассчитывали наловить окуня и, если повезет, вытащить щуку или судака. Однако тот день приготовил им совсем другой, куда более запоминающийся улов. Когда их лодка находилась всего в нескольких метрах от берега, мужчины вдруг услышали странный звук. Он напоминал то ли жалобный плач, то ли слабое хныканье. Осмотревшись по сторонам, рыбаки не сразу поняли, откуда доносится этот тревожный зов. Тогда они осторожно подплыли ближе к суше и лишь тогда увидели происходящее. По берегу металась взрослая лосиха, а в воде отчаянно барахтался ее детеныш. Очевидно, животные пришли к озеру на водопой, но крутой склон сыграл злую шутку. Лосенок соскользнул в воду и не мог выбраться обратно. Берег оказался слишком высоким и скользким, а попытки матери помочь малышу ни к чему не приводили. Сначала рыбаки решили не вмешиваться. Они рассудили, что дикое животное должно справиться само, тем более что лосихи яростно защищают своих детенышей и могут напасть даже на тех, кто хочет помочь. Мужчины отплыли подальше и попытались сосредоточиться на рыбалке. Прошел почти час, но мысли о беспомощном лосенке не давали им покоя. В конце концов они решили вернуться и проверить, чем все закончилось. Подплыв к берегу, рыбаки с тревогой увидели: малыш все еще из последних сил держался на воде, а вот его матери поблизости не было. Почему лосиха исчезла, неизвестно, но стало ясно: если не вмешаться сейчас, детеныш погибнет. Понимая риск и ожидая возможного возвращения разъяренной матери, мужчины медленно приблизились к лосенку. Он был обессилен. Когда рыбаки попытались поднять его в лодку, малыш отпрянул, вероятно, приняв людей за угрозу. Лишь со второй попытки им удалось затащить его на борт. Сердце лосенка колотилось как бешеное. Было очевидно: еще немного, и он бы просто ушел под воду. Рыбаки спасли ему жизнь. Когда они перенесли его на берег, малыш тут же рухнул на землю и несколько минут почти не двигался, собираясь с силами. Люди растерялись. Матери все еще не было видно, а оставлять детеныша одного было опасно. Забрать его с собой они тоже не могли, ни условий, ни понимания, куда и как его вести, у них не было. К счастью, решение пришло само. Спустя несколько минут из лесной чащи показалась лосиха. Она подала голос, призывая своего детеныша. Лосенок, собрав последние силы, поднялся на ноги и медленно направился к матери. Вскоре оба скрылись среди деревьев. Разумеется, дикое животное не выразило благодарности. Но рыбакам она была и не нужна. Они и так знали, что в тот день сделали по-настоящему важное и доброе дело.